Смотрите, что видит Джан. Давайте посмотрим. Джан видит, что здесь есть реликвия. Правильно? Он понимает, что португалец очень вероятно будет монахами дешевыми собирать реликвии. Да? То есть очень вероятно сюда, здесь кто-то будет, кто-то придет, монаха тоже будут охранять. Так и происходит. Именно поэтому Джан идет снизу. Да? Плюс у него есть юниты, да? Его быстрые пики, быстрая пехота, которые производят разведку. Да? Сегодня у нас история, посвященная матчу между Джиан Хэй и Bloodless в 1.64 турнира Sudden Disaster 2, который игрался на прошлом патче. Немножко предыстории, да, оба игрока 2300+, но уже в первом раунде сражаются. Джиан Хэй абсолютно неизвестный для меня игрок из Тайваня, Bloodless это сильный аренщик из Америки. Таким образом, в первой игре Bloodless Джиан Хэй пробовал за Рим, взял Рим на акведуках, и 2 осадки он играл. Bloodless, опытный аренщик, прочитал это, законтрил монахами, и очень быстро это было ГГ. Джиан Хэй признал поражение своей стратегии, соответственно, счет 0-1, но мы будем с вами смотреть угарные катки до конца этого матча. Так вот, посмотрим, что у нас здесь есть. Это хайдаут. Самый классический хайдаут, но опять же, Sudden Disaster, это значит, что режим внезапной смерти. Потерял ратушу, проиграл. Так, здесь можно немножечко пока что ускорить. Давайте посмотрим на выбор цивилизаций. Джиан Хэй берет кхмеров. Кхмеры это, конечно, супер нация, потому что она может строить баллиста Elephants, да, на этой карте, и прорубать лес этим уникальным юнитом. Но на самом деле, хоть и является этот юнит осадкой, и с другой стороны он является слоном. И механика игры устроена так, что Bloodless'у не нужно прокачивать на монахах искупление Redemption, чтобы конвертить этого слона. Поэтому это довольно просто его взять и сконвертить. Достаточно иметь одного монаха, а Bloodless явно будет иметь монахов, потому что он хочет забрать реликвии, которые генерируют для него еду. Правильно? Давайте посмотрим, кстати, на расположение реликвий, и мы понимаем, что просто фартануло здесь Bloodless'у, потому что это 4 на 1. 4 на 1, причем этот релик еще фиг найдешь. Так, ну, классическое феодальное развитие здесь будет, точнее, не феодальное развитие, а Fast Castle, да? На хайдауте, плюс-минус. Кабанчики сейфовые, уже с топориком играет Bloodless. Глобально, да, про Джиан Хэй абсолютно ничего мне не известно, я о нем вообще не слышал. Прикольно, что у него ник Джиан, может, Джан Свордсмен, да, или Дзян Свордсмен у цивилизации Ву. Ну, может и нет. Так, кстати, тайванский игрок пробегает, да. Интересно. Bloodless Apple практически 2400. Я предположу, что он именно на аренах. В первом раунде встречаются игроки такие сильные. Офигеть, конечно, конкуренция. Так, что мы видим у Кхмера? Ну, Кхмеру, в принципе, не нужны здания для перехода в следующую эпоху. Ну, лесопилка мельница все-таки ему нужна. Конечно, бывают билды, где игроки не делают это, да, можно даже сделать Fast Castle 20 плюс 0, без лесопилки, без мельницы, по-моему, хотя, возможно, мельница ставится чисто там на фермах, даже ферму можно ставить без этого. Можно сделать теоретически в 2 осадки, нет, скорее всего, в одну осадку всего лишь, потому что иначе ты не произведешь ничего. Хомут и тут специальный домик, чтобы дождаться хомута, и ферма завершилась с хомутом по классике. Ну, соответственно, можно так играть за Кхмера. Но это слишком рискованно, потому что в первой игре он также играл за Рим, 2 осадки, поэтому что-то другое выбирает Джан. И, конечно же, он здесь выходит на камень. Соответственно, мы понимаем, что это будет в какой-то момент времени замок и, возможно, слоны. Чтобы убить ратушу, можно разными путями убить ратушу. Можно трибушетами, да. Мы уже по-разному видели. Можно петардами. Петарды на самом деле нужно 5 петард, чтобы взорвать. Мы уже даже видели момент, когда ратуша была где-то 2100 хп, и ровно 4 петарды подходили под ТЦ и взрывались, и ратуша все еще выживала. Там на каких-то соплях. Поэтому 5 петард, чтобы ратуша взорвалась. Еще же бывают всякие византийские ратуши, персидские ратуши, да, то есть это вообще капец сколько там надо. Ну, персы обычно банят в драфте на этом турнире. Ну, не всегда, кстати. Не всегда. Так. Рынок кузница от Bloodless'а. Но мы видим, что
Джан Хэй переходит 27-й переход и сразу нажимает замки, у него идеальный билд, топорик нажимает. Таким образом, перейдя позже феодал, он переходит раньше в замки, именно на этой экономике. Здесь, правда, он прям делал конюшню прямо там, где пробегали скауты, поэтому он жестко спалился. По поводу того, что у него будут скауты, вероятно, да. Ну, в общем, скауты, возможно, делаются за Кмера, чтобы не дать спокойно Бладлессу собирать свои любимые реликвии. Бладлесс снова 10 на золоте. Не удивлюсь, если он апнет еще и золото, но пока он занимается лесом и фермами, на самом деле. Почему он снова 10 на золоте? Мало ли, что будет делать Джан. Снова, я думаю, будет 2 монастыря и отбитие монахами, да. Но обратим внимание, что у Бладлесса еще и добывается камень. А по идее у него на самом деле, да, сильные фермы, но всего лишь 6. И смотрим сюда. Итак, здесь Джан уже 2 скаутами. Сейчас, скорее всего, будет блокировать этого скаута и как-то его пытаться пришить. Хотя нет, странно, тут Бладлесс вообще не доконтроливает. Он переходит в следующую эпоху, тыкает монастырь, дальше двигается скаутом. Но здесь идет замок. Во-первых, этот замок кроет ратушу Джана, да. Во-вторых, можно пытаться прорубиться слонами здесь и что-то сделать. Такая вот ратуша от Бладлесса, да, типа в защиту тоже ратуши со стороны врага. Монастырь, так тут тупят, защита золота также идет. В принципе, скаут все еще живой, но, скорее всего, сдохнет. Так, монастырь есть, монахи явно заказаны. Замок здесь не сильно форсируется, 5 крестов его строить не очень быстро. Побольше ферм здесь у Джана, кажется, да. Ну и что, в принципе, как дальше будет развиваться игра, вообще, честно говоря, не совсем понятно. Но довольно интересный момент идут. 2 рыцаря, 2 петарды. Рыцари, как бы я не совсем понимаю, какой тут смысл именно в рыцарях, да, типа, чтобы с монахами побороться, как бы отдаться на монахах. Но мы видим еще одного слона-баллиста. Короче, следим за тем, что делает Джан. Эй. Потому что у него есть слон. У него есть слон. Так, знаете, я даже помню, знаете, когда один раз, что было вообще неожиданно, какой плей. Слон пришел со стороны, прорубил проход здесь, и потом трибушеты пришли сюда, разложились где-то в лесу и убили ратушу. С неожиданной позиции. Поэтому Бладлесс, да, он поставил себе неплохой замок, но ему нужно думать о том, что слоны могут прийти абсолютно с любой позиции. Судя по этим 4 фермам, мне кажется, Бладлесс уже планирует себе имперскую эпоху. Итак, что происходит? Я видел отмену одной петарды, или точнее, ну, короче, второй слон делается. Итак, один слон идет на форвард. Ну и что? Джан Хэй здесь контролирует форвард пока что. Так, Кутилье, да, они охраняют монахов, довольно сильный юнит с чардж уроном, то есть 28 урона первой тычкой, потом чардж пропадает на некоторое время и всего лишь 8 урона. Такой вот интересный юнит с такой механикой. Надо посмотреть, Бладлесс какие вообще реликвии видит, он видит эти 2, но пропустил секретный релик слева. Секретный релик. 4 и 5 петарда. Ребята, смотрите, что происходит внимательно. Какая-то армия, да, какие-то рыцари здесь и слон. Да, но есть второй слон и 5 петард. Смотрим. Здесь скаут, да. Внимательно смотрим, что видит Джан. Маппету монахи, лум. Кстати, тоже 2 петарды. Это интересно, неужели Бладлесс будет пытаться ворваться внутрь на что-то делающего чувачочка? Так, здесь слон пока стоит, здесь тоже слон пока стоит. Итак, скауты. Упс, скауты смотрят. 7 петард, господи, так много петард. Ну, а чем еще заниматься? Так, и Джан начинает снизу. Сначала он отвлек Бладлесса снизу. Бладлесс реагировал. Потом идет секретный слон здесь, да, и он, да, незаметно для Бладлесса, да, как будто бы прорубает здесь. Кстати, спалил 2 петарды. Тут как начинается вода. Монахи конверсия, потому что хпшка сделана, да, мы понимаем. Здесь идет слон. Двигаются кони, да. Тем временем здесь идет вырубка. Смотрим. Он еще отдает коней, как будто бы Джан играет максимально как-то тупо. Отдает юнитов, да. То есть, что ты делаешь? Врыв слонами, типа, да. Бладлесс думает, ну это какой-то врыв слонами, там, типа, сбоку, но он не зашел. Ну, короче, типа, тупо играет как-то, да. Тем временем вот что происходит. И, соответственно, Бладлесс такой
Типа, окей, ладно, все вроде окей. Смотрите на этих 5 рыцарей. Зачем эти 5 рыцарей? Эти 5 рыцарей что делают? Они бегут типа сюда, понимаете, да? Они бегут. Тупят что-то, Бладлесс такой концентрируется, тут монахами надо микрить, понятно, они сами не конвертят. То есть, и он еще идет в монахов, все конверты получает Бладлесс, но он не понимает самого главного, потому что это дистракшн, это отвлечение внимания. Слон уже прорвался, Бладлесс это замечает, делает ворота, но все слишком просто, он уже давно проиграл, он этого даже не понял. Это sudden disaster. Посмотрите, как просто разыграл Джан эту катку. То есть просто зацените. Это был тройной маневр. Я даже считаю, что вот этот скаут тоже не случайно здесь атаковал. То есть это, знаете, такое максимальное отвлечение внимания. Здесь что-то, да, потом переключение внимания идет сюда. Слон, типа, да. Это же максимально, типа, на этом уровне, да. Это, типа, довольно тупо. Просто прорваться слоном и здесь тебя заметить, да, это, типа, тупо. Бладлесс повелся на эту удочку, то есть он даже не понял, это же самое классное. То есть он понял в последние 2 секунды, когда удалил 2 фермы, поставил какие-то ворота, но надо много ворот сильных, каменных, еще чего-то. Он был близок к импам, все шло хорошо, он получал конверты, то есть это же классно. Он думает, что у него все хорошо, а он уже проиграл. Отлично. 1-1, Джан делает это. Отвлекающий маневр, кучу коней подарил, да, посмотрим, 4. То есть вот для чего он их делал. И Петард сделал достаточно. И одновременность атаки, как же классно все это разыграл Джан, мне понравилось. 38 ПМ на 31, совсем немного, но 10 пивушков сделали дело. Итак, счет 1-1, и мы продолжаем. Карта Арена. И здесь Бладлесс уже понял. Окей, это человек непростой. Непростой человечек, да? Первую каточку он, на самом деле, довольно предсказуемо сыграл, Бладлесс прочитал. Вторую он его подловил просто жестко. И здесь Бладлесс уже будет немножко напряжен, да? Он такой, так, чел-то у нас хитер. Надо глазеть во все глазы. Ладно, погнали смотреть. У нас стандартная арена и португальцы-кельты. Португальцы это, конечно, имба на арене. То есть я могу перечислять бонусы, там, бонус на ягоды, дешевые золотые юниты, дешевые монахи, быстро опущенные технологии, возможно ставить в имбах фактории, учитывая, что ты не можешь ставить дополнительный рад, что это имба, спор реликов, рибадекины, супер порох, который тоже дешевый, который в нулину будут контрить кельта, да, за счет тоже пушек и канониров. То есть кельт как будто здесь просто ни о чем. Что есть хорошего у кельта, да, это бонус на лес, который обычно разыгрывается в дополнительной ратуши на арене, да, но какие дополнительные ратуши? То есть здесь очевидно, что кельт не может даже толком и бумить, толком, да, он может теоретически, например, за счет большого количества ранних ферм там выйти рано в импы, и зачем? То есть кельту ранние импы тоже не упали, да. То есть что у него есть? Пороха нету. Кельта есть только там осадки, да. То есть неужели это снова будет от Джана 2 осадки, там какая-то попытка, да. Бладлесс, скорее всего, знает, как это законтрить. И Бладлесс пока про все это думал, ровно как и я, практически попал в домовтык, но на самом деле не попал. Зафиксил его довольно быстро 3 крестами по ТЦ. В этом плане красавчик. Ну, тут, конечно, посмотрим, будет ли играть Джан тупо, либо что-то сможет таки придумать. Ну, пока довольно стандартное развитие, я даже предлагаю ускорить прям так жестенько. 3 релика сверху, 2 релика снизу, хорошо по центру, кстати, ни одного релика таки нету. 2 мельницы, да, это спокойно может делать кельт, а вот португалец здесь с курицами обращается вот так вот, через стенку, туннель, возвращает скаута, сейчас будет толкать курицы на другую сторону этого туннеля, и они будут двигаться, если будут двигаться, дальше. Да, пошла одна курица, вот она сама даже побежала, даже очень быстро, и крестьяне через телепорт довольно уверенно ее разваливают. Обратите внимание, что Бладлесс уже почти 900 еды у него было в кармане, он только сейчас нажал, то есть, на самом деле, Бладлесс здесь, может быть, даже немножко рискует. Это 27-й переход, 27-й переход, даже не знаю, вдруг кельт успеет тебя запушить раньше, допустим, даже просто форвард замок поставить, а ты еще не успеешь с монастырей сделать своих же монахов, потому что переход 27-й, пока ты построишь монастыри, пока сделаются монахи, которые почти минуту делаются, в общем-то, можно отлететь. Но Бладлесс тут рассчитывает еще и на камень снова. Рынок кузница Джана здесь, да. Кстати, не обратил внимания, что он слил скаута. Да, здесь 3 хп осталось, ну и курицы. Хорошо. А еще есть курочка, в принципе, тут топорик заказан. У кельта вроде 26-й в итоге переход, учитывая слитый скаут. 26 плюс 2, 28, но тут 27. Скаут слит. И мы понимаем, что Джан активно добывает камень.
Прокачивал ли он добычу камня? Ну, нет. Делает также барак. То есть, пока что для меня это выглядит как форвард пики, и под ними ставишь форвард замок. Ну, давайте смотреть. Давайте смотреть. Здесь уже АБК курицы убиваются. Ну, все равно тебя не напрягает, можно заниматься курицей. Выходит одна пика. На самом деле, Джан уже тоже надо думать о том, что Bloodless, что же может пойти агрессивно. Но, я говорю, Bloodless опытный аренчик, поэтому он в целом здесь отыгрывает как, типа, знаете, я знаю все виды рашей, которые только существуют, да, и я это умею контрить. Выгодно для себя. Плюс у него хорошая цифра. То есть зачем ему пушить кельта, в принципе, если он может просто дефаться. И... Замки в деф, короче. Как же это понять? Ну, опять же, Bloodless просто хочет дефаться, как бы, да. Какие у него проблемы, тоже монастырь даже здесь. Стеночки, типа, ну, стеночка будет удалена, вероятно. А вот Кель делает замок домашний, опять же, 5 крестами. Неужели это снова тут будет какие-то петарды, да? Но Bloodless уже в этот раз он ставит замок реально в деф. Замок в деф, добавляет фермы. В принципе, отметим, что Джан тоже сделал хомут. Вторую пилу можно и не сделать, да, потому что у Кельта и так встроенная практически вторая пила. И делается осадка. Ну, пока он играет по-кельтски, но не агрессивно. Так, я видел таран и рейдеры. Хорошо. Бедный пичник, ну его развалит. Перестаю добывать камень, обратите внимание, только 7 лишнего камня собрал, то есть супер круто. Рейдеры очень быстрый юнит, на самом деле, могут и ворваться в монахов, да, довольно быстро. Топовый юнит, немножко дороже его сделали по еде, 70 еды, поэтому еды надо много. Но зато он очень быстрый стал. Осадка, да, тараны, понятно, что они у кельта быстрее атакуют, быстрее делаются, ну и бонус на лес, как бы супер. Супер концентрация здесь на таранах. Это предыдущий патч, не новый, где осадные вышки стоят практически в 2 раза дешевле, да? То есть здесь, если ты хочешь сделать осадную вышку, то она стоит дорого. Потому что в новом патче были бы здесь уже в центре лисы. Кстати, тут их нет. Ну, Bloodless снова как бы такой чик-чик-чик-чик-чик-чик. Что они вообще по разведке? То есть разведка вот такая, уже она разведка чуть-чуть лучше, но в целом, да. Но видите, что показывает счет? Здесь, на самом деле, тоже опытные аренчики всегда смотрят на счет и понимают, что плюс 200 счета, если у тебя тоже разведано с большего карты, это значит, что враг либо сильно очень бумится, да, много зданий поставил, а здесь ты не можешь особо этого сделать из-за ратуш, там, да, кучу ферм тоже вряд ли, хотя есть. Либо это большая армия. И здесь Bloodless, я думаю, должен понимать, что где-то какая-то большая армия копится, и она действительно копится. Смотрите, 2 тарана, 2 пивушка. Пивушков нельзя посадить в тараны, их можно только спрятать за тараны, да, чтобы ты их не видел буквально физически. Bloodless тут что-то на пофиг даже не удалил частоколы. Ну, окей, ладно, 30 леса тут можно было сэкономить. Монах застрял просто в золоте, но он двигает замечательно, Bloodless. На миникарте монах с реликвией, кстати, не отображается. Итак, что происходит? Релики тащатся, ничего не происходит, тачка прокачивается, у португальцев все апгрейды дешевле. В общем, мы понимаем, что Джан готовит какой-то врыв. Выходит крестьянином бить медведя. Крестьянин пока без лума, ему нужна помощь в пике. Какой-то прикол. Медведь, видимо, сам сюда пришел. И Джан поехал. Итак, смотрите, что делает Джан. Он удалил здесь тал стены, чтобы быть максимально сники челом. Так, дайте мне это понять. Смотрите. Смотрите, что видит Джан. Давайте посмотрим. Джан видит, что здесь есть реликвия. Правильно? Он понимает, что португалец очень вероятно будет монахами дешевыми собирать реликвии. Да? То есть очень вероятно сюда, здесь кто-то будет, кто-то придет. Монаха тоже будут охранять. Так и происходит. Именно поэтому Джан идет снизу. Да? Плюс у него есть юниты, да, его быстрые пики, быстрая пехота, которые производят разведку, да, и 2 пивушка, которые идут первыми тоже, ну, не совсем первыми, но, в принципе, здесь тоже теоретически может что-то быть. Но Джан знает, что здесь уже нет реликов, зачем бы быть здесь каким-то юнитом, да? Давайте посмотрим с его point of view, добавляются фермы, 18 челов в 3 таранах. Все посчитано идеально, да, плюс-минус. Ну, тут еще 3 пивушков не хватает, они бегут рядом. И МП уже обладался, у него все
Отлично. Лучше цифа, больше добытых ресов. Все в безопасности. Давайте посмотрим на его деф. Да, тут рибадыкины стоят вроде. Поджог, чтобы пехота отковала быстрее. Смотрите, две пики. Здесь все разведывают, смотрят. Хорошо. Здесь все релики забраны. Итак, пики. Пики снова идут, отвлекающий какой-то тоже маневр, либо что, какие-то 2 пики, Бладлесс такой, ну, какие-то 2 пики, бам, сразу минус. Ну, Бладлесса, короче, все окей, идут МП, все нормально. Кстати, рейдеры не сильно апнуты, но смотрите, делается именно атака. И здесь показываются 2 тарана, да, 2 пивышка выходят, Бладлесс этого не замечает, 2 пивышка взрывает стену, тараны супер быстро заезжают внутрь, Бладлесс реагирует, он телепортирует крестьян через замок, у него есть камень, он тратит его на квикволы, жесткие квикволы, но 3 тарана, они кельтские, 6 юнитами, они фокусят этот дом, там сзади фермы, Бладлесс это понимает, он начинает волить, вроде здесь заволивает, куда не смог заволить здесь, вроде начал волить сверху, снизу начал волить, 3 тарана врываются, да, пивушков здесь нету, но есть 3 тарана, там идут еще импы, лума, кстати, тоже нету, выходит разваливать рейдеры, фокусится ТЦ, 1700 хп, 1600, 1300 уже, ой, все чинятся, да, но рейдеры тоже покусят, смотрите, рейдеры не бьют крестьян, они убили уже Бладлесса. Счет 1-2 в пользу Джиана. Он снова смог переиграть Бладлесса, который уже практически был в импах, но который недостаточно все-таки задефался. Вроде реакция была, но он не ожидал этого. Надо было апать стены. Стены, чтобы взорвать, нужны 3 петарда. Да, не рассчитал тут квикволы, в общем, не получилось, не фартануло. Но мне понравилось здесь один момент, что хоть и не было лума, как же хочется завалить всех крестов без лума, да, за буквально несколько секунд. Нет, Джан, вообще все четко, только убийство Радши, все, что его интересует. Тараны, садная вышка, кстати, где-то катится. Это какой-то второй запасной вариант, если что-то не подойдет, я так понимаю, да. Кстати, 4-й таран сзади еще катится, на всякий случай. Монахи здесь, видите, тоже отрезаны замком, получается, да. И рейдеры даже без брони, но с атакой 12, да, 12 атаки, плюс еще 2 родных бонуса по зданиям, еще плюс 2 за поджог, то есть офигеть, то есть это 12 плюс 6, 16 урона по зданиям. Давайте посчитаем, за сколько было развалено ратуша. Посмотрите, как быстро, ребята. Давайте. Это просто шок-контент. Давайте, 24-30 они присасываются, да? И когда ты проиграл? 24-47. 17 секунд игровых. А в реальности это типа... так в реальности это 10 секунд. 10 секунд. Это жесть, конечно. Снова ПМы, но Джан выходит вперед. Просто легенда, просто красавчик, просто разыгрывает даже за кельт обыграл португальца, как будто бы немыслимо. Но... Итак, 3-я игра... Точнее, да, уже на самом деле 4-я игра, но мы с вами смотрим 3-ю игру. Bладлесс между Джиан Хей. Да, вот это, конечно, история здесь. Bладлесс совсем не ожидал, что какие-то тут проблемы будут у него с этим чувачочком. Понятия не имею, знает ли он своего врага, да, знал ли он его до драфта, но теперь он его запомнит. 2 замка старта, да, давайте немножко ускорим. Монгол-корец. Монгол очень силен на этой карте, в принципе, да. Его уникальный юнит, конечно, хорош, в принципе, да, часто его контрят все-таки здесь. Ну, Мангуда неплохо все-таки. Но самое главное еще то, что даже если Мангудая законтрят, да, здесь есть 2 кабана и по 4 оленя, да, как бы. 8 оленей для монгола это супер сильно. Корея не обладает какими-то экономическими бонусами, поэтому он будет рассчитывать только на свои замки здесь и на корейские вагоны, которые, ну, все-таки контрят Мангудаев, потому что, интересный факт, но корейский вагон, хоть он выглядит как осадка, да, можно воспринять его как осадку, и Мангудаев типа его контрат. Нет, это обычный конный лучник. Самый обычный конный лучник, вот что такое корейский вагон. Да, то есть на него там действуют апы в конюшне, например, скорость, кольцо, например, да. Всякое такое. Так, замки начинают расстреливать стены нейтральные. Главное не убить оленя. Хорошо. Здесь, кстати, не начинают у Бладлесса. Окей. Мельница, там все прикольно. Обратим внимание, что Бладлесс не делает лесопилку. У Джана здесь на лесе вообще 6, как будто бы он планирует даже док делать. Доки на этой карте иногда делают, потому что здесь есть рыба и возможность захватить все сразу 5 реликвий. 5 реликов.
И нет, все-таки Бладлес делает лесопилку, но довольно интересную лесопилку. Да, обычно сделают здесь, а он нашел вот такое вот место. Здесь можно как-то приволить. Даже интересный ход от Бладлеса. Джан в шаге от прохода. От прохода дальше. Так, крестьянин идет, такой чик-чик-чик-чик, пиушка. Стоп. Джиан сделал уже док сюда и делает второй док. Вот почему у него так много на лесе, да? Да, то есть он хочет вот так вот. 2 дока на этой карте еще, честно говоря, не видел. Здесь типа немножко глубокой рыбы, кстати, 4. Иногда вроде как бывает 3. А здесь как бы прибрежка. Слушайте, это офигеть, конечно, это офигеть. И я так понимаю, его план заключается в том, чтобы задефаться своими нюкальными юнитами, да? И на фишбуме апнуться в импы, скорее всего. Вот и все. В принципе, план кабан. Импы очень много дают Джану, да. Здесь халявно апаются вышки, халявно апается последняя броня на лучников и на вагоны. В общем, это имба. Прокачиваешь 3-ю стрелу, и ты в шоколаде. Ну, химию тоже. И химию тоже. Бладлес же апается довольно быстро. Ну, интересно. Он тут добывает много камня, хотя 2 замка уже есть. Как будто бы планирует Castle Rock рынок кузница. Здесь рыбаков уже 8-й рыбак делается. Так, Джан изменяет себе и идет полностью в экономику, как бы, да. Посмотрим, какой у него в этот раз план. Переходит позже, в замке уже идет Бладлес и добавляет еще на камень аж 12, ничего себе. Больше, чем половина экономики. Так, это типа... Ага, Джан, смотрите, во-первых, лума нету, да, то есть могут быть проблемы. Лума все еще нету, это минус крестьянка, судя по всему. Да, лум доделается, максимально неприятно. Забыл еще рынок, смотрите, да. Извиняюсь, забыл мельницу, чтобы поставить рынок и кузницу. То есть здесь у него форскасл довольно-таки поздний. Но зато рыбы работают, да. Здесь 4, там 4. Ну, прикольно, очень прикольно. Но очень много леса нужно Джану на все эти рыбы, на, скорее всего, транспорт, на котором поедет житель, будет забирать реликвии. Плюс, конечно же, на корейский вагон. Мы с вами видим миграцию монгольских крестьян, которые идут, конечно же, без лума. Так, ну, заказывается. Здесь Ланкабан перехват. Бладлес идет же ставит замок, мы понимаем. Он прокачивает лум, он рад, что скаут его не видит вражеский, да. А здесь Джиан затупил, да. Ой, смотрите, что сделал Джиан. Он продал камень за корейца, да. То есть у него нет камня. Джиан сейчас увидел, что добывался камень, и срочно, смотрите, вот почему он здесь так делает крестами. То есть он заметил, что добывался камень, и он знает, что на него, уже этот замковый эпох, на него идет касселдроп. Он понимает, и это очень опасно. Если ты получаешь касселдроп себе на лицо на ратушу, ты с вероятностью 90... наверное, 5% проиграл. А может и 99, не знаю, 97. Ну, короче, что-то близко к этому. И, к сожалению, он к этому не подготовился. Да, кресты его здесь, но не подготовился. Есть одна маленькая проблема. Он продал камень, да, и он не может делать вышки. Он покупает камень обратно, теперь пытается. Одновременно с этим надо не дать заквикволить крестьян. Джан, у него все еще 100 камня, надо купить 200. Выходит 2 мангуда, замок все еще ставится. Всего лишь 1 крест внутри. Но дом еще все еще можно раздолбать. Тут Мангудай, конечно, нашивают. Очень тут Джан, на самом деле, не круто реагирует. Вообще непонятно, что, честно говоря, делает. Тут крестьяне потерялись. Замок спокойнейший ставится, да. Еще 2 креста. Тут, конечно, вообще Джан не был готов к такому повороту событий. Для него это стало неожиданностью. К сожалению, да, он там еще ступил на этой мельнице тоже. Ну, переходит в следующую эпоху, но глобально ничего сделать не может. Так что где-то одного креста убил замок и начинает расстреливать ратушу. Все, что может делать Джан, это чинить пока что, да. А здесь что делают кресты? 9 крестьян добавляют 4 дополнительные стрелы замку. Стрел никаких нету, но Мангудай все равно бегут на форвард. Нужно сделать пару вагонов, чтобы нейтрализовать Мангудай. Уже делаются петарды, довольно близко, они спокойно взрываются. Здесь крестьян нету. Но, возможно, сейчас крестьяне Джана пойдут сюда, чтобы помогать чинить и расстреливать, возможно, даже петарды. Петард делается еще. Вкладывается минимальное количество ресурсов. На 1000 больше у Джана, смотрим, да. Там 20% экономики больше, да. Джан делает вторую стрелу, он может себе позволить, у него есть еда. Владлес не может себе такого позволить, у него половина крестьян сидит здесь. Минимальная экономика, но они расстреливают. Сможет ли спастись Джан? Здесь мы
мы ничего не знаем, но смотрите, что делает Bloodless, тоже на опыте. Не посылает петард по одной, потому что есть вероятность, что их расстреляет ратуша. Копит петарды. Чинится, но лес просирается. Надо очень много леса. Ну, какие-то 7 крестов вынуждены здесь сидеть. Делать какие-то ворота, да. Очень-очень мало здесь. Тут 3 петарды, мне кажется, взорвут уже, да. А здесь уже делается 4. Выходит 3 петарды, и у нас есть проблема. То, что Джан проигрывает этот бой, и Bloodless выравнивает матч 2-2. Хорош. Bloodless исполнил, наказал, а Джан здесь немножечко не доиграл, не ожидал такой простой стратегии от монгола. Да, ну и сомнительно все-таки делать аж 2 дока здесь. Ну, если бы, вот на самом деле мельница, мне кажется, ну не только мельница, но он тупанул с мельницей, тупанул замковой эпохой, да. Наверное, честно говоря, затуп с мельницей даже бы тоже не помог ему. И снова меньшая экономика выигрывает большую экономику, потому что большая экономика требует больших инвестиций, инвестиций окупается не сразу. Отличный режим, и у нас этот офигенский матч дошел до кульминации при счете 2-2. Ну что, погнали. Последняя игра в этом противостоянии. Игроки уже явно не на нервах. 4 игры потные. Один убивает, второй убивает. Что делать, непонятно, блин. И нации. Смотрим. 2 концептуально разные нации на эту карту. Первая карта трипл туннель, да. 3 прохода. 3 прохода и озеро плюс озеро. Соответственно, японцы, более частый пик, японцы молодцы сюда, это игра через фишбум, да, потому что снова у вас одна ратуша, только один поток крестьян может делаться, но ты можешь теоретически поставить 3, 4, 5 доков, и фишбумиться здесь как будто бы у тебя 5 ТЦ, а японский фишбум, ну просто космос, да, сами рыбаки работают быстрее с каждой эпохи, плюс их тяжело убить, но это навряд ли здесь на этой карте будет, хотя на некоторых бывает. Также, да, экономия даже на лесопилках всяких, да, шахтах, мельницах тоже позволяет быстрее еще раскручивать свой фишбум. Ну и все. Последний вопрос остался. Ты должен заволиться как бы в 3 местах, чтобы твой фишбум выжил. Надо его... Ну и ратуша, то есть тут 2 ключевые точки, твой фишбум и ратуша, конечно же. Делать форвард лесопилка, возможно, для того, чтобы как дефать тут как-то все это, не знаю. Заволиться потом легче. Также есть тройные кусты, но это, наверное, неплохо для каких-нибудь португальцев, да. Но в целом, если ты японец, ты хочешь инвестировать лес, вот хочется, да, поставить здесь, типа, 3 мельницы, да, дешевые. Но нет, это будет неправильная инвестиция леса. Правильная инвестиция леса будет только фишбум. Ну, либо только там одна мельница, да, чтобы там рынок поставить потом. Ну, не хочется с крестьян оставлять. То есть в идеале кресты работают на лесе с апгрейдом, а рыбаки работают здесь. Это что касается японца. Ну, ацтек, кажется, ацтек, но у него нет особых бонусов на фишбум. Даже наоборот, ты как будто бы, наоборот, хочешь инвестировать больше в фермы, потому что кресты переносят плюс 3, это именно баф ферм, да, на фермах они намного больше еще лучше работают. Зачем тебе инвестировать тогда в фишбум, если на фишбум никаких апов нету? Ну, опытные игроки знают, что фишбум это все равно лучше, чем без фишбума, потому что это дополнительное здание, даже в темной эпохе, да. Но здесь, смотрите, есть 6 реликвий. Вау, кстати, Джан берет нейтрального кабана. Здесь есть 2 нейтральных кабана, да, в центре нету, но сверху снизу есть. Хорошо, скаут тут немножко подтупливает, лума нету, надо помогать. 6 реликвий на этой карте для ацтека это как 8 реликвий получается, это офигеть, если он соберет их. То есть, если он соберет 3 реликвии, для него это будет как 4 реликвии, потому что у него бонус на плюс 33% золота с реликов. Отлично. Ну ладно, давайте немножко ускорять здесь. Кстати, можете поставить лайк, чтобы алгоритмы YouTube больше сработали, больше людей увидели наш контент. И обязательно напишите, если вам нравится Sudden Disaster. Я знаю, что да, но вы все равно напишите, какие, может, матчи вы бы хотели еще видеть. Как вам вообще такой формат, когда мы снимаем как бы сразу в одном ролике сразу целый матч, да, самые интересные игры. Я думаю, такой формат может тоже иногда заходить. В формате такой истории между противостоянием между игроками. Итак, видим, что Bloodless намного позже делает док, мог, наверное, чуть раньше, но здесь уже он отстанет на 2,5 рыбы, мне кажется. И смотрите, Джан берет еще одного кабана. Так, господи, ты понимаешь, то есть он же сожрет 4 кабана, получается. Хорошо. Стоит отметить еще один интересный факт. Так, стеночки. У японцев какая-то невероятная пехота сейчас. Самураи и так жестко контрили всех уникальных юнитов, да.
у них по ним бонус, но... Да, у них еще, ну, быстро атакующая пехота, мы понимаем, самураи супер быстро атакуют, но есть один прикол. Как только самурай кого-то убивает, у него еще повышается скорость передвижения, насколько я понимаю. Давайте я еще почитаю. И, возможно, еще скорость атаки повышается. Так, что Джан делает, я совсем не понял. Это вторая форвард лесопилка. Вот это довольно необычно. Не ставит лесопилки здесь, то есть игра через форвард как-то. Зачем ему форвард лесопилки, тем более аж такая. То есть не какая-то с противоположной стороны этого леса. В общем, интересно играет. Также делает мельницу и переходит. Так, переход он как будто бы не под фасткасл. Не под фасткасл, я бы сказал. Да, смотрите, эти 4 рыбака здесь всего лишь 1, то есть опережение идет на 3 рыбака практически. Жесть, чел. Жесть. Предположу, что Bloodless сможет сделать фасткасл на этой карте. Кстати, идет за вторыми ягодами. Ну, здесь для него это имеет смысл. 2 чувака здесь. По фишбуму он, конечно, здесь немножко не угадывает. Да, но с другой стороны, у нас есть ягуары, которых тоже сильнейше бафнули, да? И как только они убивают юнитов, они получают дополнительный урон. Это еще дополнительный урон, помимо того, что ягуары тоже имеют бонус по пехоте, то есть по самураям. То есть даже непонятно, кто, блин, сильнее, самурай, либо ягуар, честно говоря. Я вообще не удивлюсь, если ягуар. Хоть и специфика... Специализация самураев — это убийство уникальных юнитов, но специализация ягуаров — это убийство всего живого. Окей. Ладно. Не факт, что мы увидим их противостояние в этом матче, да, потому что все-таки оба юнита, грубо говоря, умирают от лучников. Все настолько просто. Хотя в некоторых ситуациях нет. Если подводить их на чем-то, на таранах, осадных вышках, прямо в лучников. Так, скаут охотится за орлом, но орел. Знаете, что здесь орел даже должен делать? Он должен атаковать скаута и потом прятать в ТЦшку его, чтобы отхиляться. Скаут так делать не может, и видите, 16 хп всего лишь, а здесь 25, и можно отхиляться. Хорошо, лум доделывается, здесь, в принципе, ублагался чётенький фасткасл, 4 рыбака, здесь чуваки, опять же, приносят по 13, то есть реже ходят. Встроенная тачка, грубо говоря. 8 рыбаков, 1 дог пока что Джан. Слушайте, то, что он играет в 1 дог, говорит мне о том, что он не играет в 2 дока. Ну, понимаете, можно хоть в 5 доков обколоться, да, и потом умереть от того, что ты опоздал по замкам и тебя спушил. Ацтек может тебя просто тупо спушить. Вот стеков есть орлы, да, они могут прекрасно охранять осадку, монахов, в принципе. У Джана пока еще нет ничего сверху, да, то есть потенциально здесь могут прийти 2 креста и поставить на тебя монастырь осадку и спушить тебе, да, либо сюда, либо сюда. Кстати, у японца еще очень сильные вышки, мы забываем про вышки. Ясама Тауэрс, дополнительные стрелы, монахов можно расстреливать на ура. Резко. 13 крестьян выходит на камень. Да, это не шутки. Так, какая у нас экономия здесь? Давайте посчитаем. 50, 100, 150, 200, 250 леса тупо сэкономил Джан. Красавчик. Красавчик. Что? 19? Он еще посылает? Что за бред? У него 0 на лесе. 0 на лесе, он перестает делать рыбаков. А рыба же закончится. Тут 1000 рыба всего лишь на старте. 5 под 200. И это значит, что на сети не хватит? Не, ну я вижу, да, тут есть 3 сети. Интересно. И смотрите, крестьяне 11 остаются, 8 идут на форвард. Вот почему он играл вот так форвардно, да? Вот у него все так было. Он планировал идти на форвард. То есть, ну это идет касселдроп, это что мы тут? Дурачки, что ли, не понимаем? Скаут здесь тоже, смотрите, Джан постоянно им пользуется, разведывает. Что делает Bloodless? Жрет 2 кустов, да, как бы... Снова выходит на камень. Он подозревает, что на него пойдет какой-то раш. Выходит поздновато на камень, так-то. Хоть он уже сам замковый, да, ну только сейчас. Делает 1 монастырь. Короче, что-то как-то у Bloodless неопределенность какая-то. У Джана все определено. Конечно же, Орел понимает, да, тут тоже видит. Все это Castle Draw. На самом деле это супер опасно, да, потому что... Супер опасно, то есть он понимает, что это Castle Drop, скорее всего, Орел там крутится, на него опять снова могут поставить замок, тут скаут, это все понятно, так, и опять Bloodless понимает, что-то тут не то, но вообще говоря, то есть он же не заволился, да, опять же, тут монастырь, тут стена, тут ничего, и тут скаут, палево, что идет отсюда, но он делает дозор, хочет увидеть здесь,
Смотрите. Джан не рискует. То есть Джан-то не знает тоже, что видит враг, видит он его или нет. Вдруг там орлы выбегут, вдруг это вообще какая-то ловушечка. Ладно, здесь орел, кстати, убил чувака, потому что был раненый, да, там был какой-то раненый. И понимаем, так, тут дозор, и смотрите, Бладлес видит, что на него идет замок, но не супер агрессивный. Короче, Джан не стал ставить супер агрессивный замок, потому что не был уверен, там уже в замках был Бладлес, вдруг орлы выбегут или еще что-то. Манганель даже. Бладлес здесь... как бы тоже, на самом деле, не так сильно среагировал, но окей. Ну, Бладлесса, смотрите, резко 11 на камне тоже, делается своя осадка, и здесь делаются сразу пивушки. Неужели просто пивушки могут прийти и понимает этот Бладлесс, что сейчас пивушки придут, надо срочнейшее, блин, валяться, алло. Алло. Закрывает полностью себе этот проход практически. И как будто бы здесь, ну, тут 2 петарды сюда, 5 петард сюда, кто-то еще умрет. Короче, тут от 8 петард нужно, да, мы понимаем с вами. Чтобы убить. Экономика, давайте сравним. Укладывается сильнее экономика за счет того, что кресты работают лучше. Плюс очень много крестьян Джана ходили. Супер форвардная осадка, которую, по-моему, можно даже отсюда расстрелять. Так, ну тут же Манганель может выйти, то есть Манганель уже есть. Монахи тем временем очень медленно собирают все. Так, это деревянная стена, то есть просто гордительная стена. Джан снова пушит. Джан пушит, делает все для пуша. Петарды, осадку, сливает скаута, неприятно. Хотелось бы забрать этого монаха, у которого пока что еще 30 здоровья, но может быть намного больше, 50-60 спокойно у ацтека. Так, сколько сетей смог поставить? 4 еще работают. В принципе, неплохая экономика у Джана. Здесь, в принципе, много даже ресурсов, я бы сказал. И смотрите, что делает Бладлесс. Удаляет школу и делает дев замок. И как будто бы Джан сейчас упускает момент, когда он может убить врага. Надо что-то сейчас сделать. А он же не видит. Баланский. Что ж делать-то? Непонятно. Бладлесса рыбаки тоже работают, да? 105 рыбаков. Он удалил рыбаков. Окей. На 3 креста еще больше. Так, выходит таран. Это буквально разведыватель таран, который может только грустно уехать назад. И то успеть ли вообще не факт. Ну, вроде как даже успевает таран. Как будто бы Бладлесс задефался и делает одного ягуара. Здесь самураи не делаются, делаются. Посмотрите, как быстро делаются самураи. Да? Обратите внимание, с какой скоростью они штампуются, это просто пипец. Итак, Ники петард. Ну что могут сделать сейчас петарды? Пойти, взорваться сюда и самураями рейд, да? Взорвать док, обойти как-то вот так, взорвать ТЦ. Да. Ну, кстати, обратите внимание, что по ресурсам Джан догоняет. Возможно, за счет тупо рыбаков. Не думаю, что он апал сети, да. В принципе, у него только топорик. Тут пила, кстати. Да, у ацтека, возможно, золото апнуто, нет. Не апнуто, броня еще идет. И давайте следить, петард очень много. Таранов очень много, самураев очень много. То есть хватает японцу на все эти дела. Так, петарды пока просто стоят. Здесь стена доделывается тоже. В принципе, 2 релика пока немножко... Ух ты, второй замок скоро будет. Итак, идет врыв. Тут и таран, и ягуары есть. Да, очень долго. Куда ты стреляешь? Он же сейчас тебе замок взорвет. Только сейчас стреляет, но ягуары выходят. Он мог убить петарды. Итак, у нас 3000 хп. Все еще петарды некоторые. Он 1400, 1300, 2200, тараны работают. Самурай вроде даже забрали. Но есть одна Манганель, 900 хп всего лишь. Ты сейчас потеряешь замок, господи. Потеряешь замок. Самурай начинает конверситься. 2 самурая, 600 хп. Никто. Он же теряет замок. Тут еще 2, третий таран. Хотя оба тараны почти мертвые. 30 хп на замке он теряется же, правильно? Ты потерял замок, но он все убил под замком, потому что ягуары тоже очень жесткие. Пара конвертов, самураи, видимо, раскидали. Давайте даже пересмотрим. Скорее всего, самураи раскидали самих самураев, то есть вот тут просто все не заметить, да. В принципе, да, замок же еще тоже шьет. Немножко тут раскидались 3 самурая, и тут раненые тараны, да. Много было, на самом деле, такого маленького микро, и... Бладлесс даже посадил. Когда вы увидите 2 самурая, 2 ягуара в одном таране, это просто смешно. Он пытался спасти таран еще. Таран, кстати, едет на пофиг сюда. Но это уже тоже будет waste of resources. Бладлесс это понимает и хочет просто уехать. У него таран быстрее, чем таран без гарнизона. Ух, на каком же очке сейчас был Бладлесс? У него есть на замке, ему надо срочно его делать. Ну, по идее, надо сюда делать замок и все, что париться. Ну, надо немножко отогнаться, да, здесь Манганель делать. Я думаю, сейчас оба игрока на таком, просто они ацтекские релики, он забыл уже про вообще все это. Он их не добывает. Джан вырывается вперед по добытым ресурсам, потому что очень много крестьян используется в дефе у Бладлесса.
Глобально все очень интересно, 20 на еде. Как же сейчас все-таки кусты бафают, да? Все-таки кусты бафают, потому что добычи леса не так много, добыча леса уходит тупо в тараны. Я думаю, 10 на лесе это тупо тараны, и так делается почти всеми крестами замок в деф. И как будто бы Джан здесь с первого налета не успел, со второго непонятно. Есть одна маленькая проблема, да? Петарды делаются очень медленно, да? Но самураю делается быстро. То есть ты, в принципе, можешь 5 самураев быстренько наклепать, и потом заниматься петардом. Но этот замок работает просто офигеть, он почти не адлит. Ребята, он существует 8 минут и адлит 20 секунд. Там 30 всего лишь. Таран в дефе. Выходят юниты, их надо похилять. ХП на монахов у них будет 50 хп. Здесь, кстати, замечает мельницу. Можно через мельницу прорваться, можно через стенку, в принципе, тоже раздолбать. Какой-то заход отсюда. В общем, пока непонятно, как Джан. Джан, он мог бы теоретически пойти в МП, но он этого не делает, да? На самом деле. Он упарывается и пытается дальше разбиться, а слив тарана будет стоить ему очень дорого. Редемпшена пока нет, монахи не могут конвертить тараны. Так он отходит, группируется под ратушей. Ратуша полностью вычинена, кстати. Замок убивает осадку, тоже неприятно. Теоретически его можно чинить, но это тоже довольно дорого. Осадная вышка Джана, что за бред? Осадная вышка, еще петарды делать. Видите, делал 8 самураев, теперь снова делают петарды. Броня первая атака, первая, здесь вторая броня на ягуаров. Делаются ли ягуары? Да, делаются ягуары, отлично. Ресурсы у Бладлеса, понимаете, у него 2 релика. Это практически как 3 релика, это 2,7 релика. Это очень сильно. Уже 600 золота, это очень прикольно. Но все-таки ставил, но что-то не добывает. Короче, передумал. Ладно. Одна вышка. А, кстати, тут рыбаки что-то делают. Ну, потихонечку, потихонечку. Там что-то делают, что-то не делают, да? То есть, в принципе, они вадли, да. Они вадли. И попытка номер 2, насколько я понимаю. Вся концентрация здесь. Самое важное это... Я не понимаю, почему Бладлесс, типа, не заводится здесь. Почему он... Ну, я понимаю, он, типа, делает много армии, у него замок, да, осадка. Тут все вроде апает, самурай очень сильный. Самураев 15 плюс 0, да, и плюс еще 5. То есть 20 урона, плюс 5 по пику. Какая же быстрая осада, вышка с 10 самураев, это просто капец. Куда вырываются самураи? Самураи могут ворваться в монахов, все убить. Не знаю, но они вырываются в супер апнутых ягуаров. Ягуары наваливают по щам, монахи ничего не могут сделать, они только сблизи могут конвертить вышку, в этом нет смысла. Что делают самураи, не совсем понятно. Здесь идут куча петард, еще и тараны, то есть... самураи здесь врываются, куча... Ну, но проблема в том, что ягуары-то разбросают. Тут что-то непонятно, не продумал. Самураи просто врываются, да, самураи могут убить монахов, могут ли они кого-то свербовать. Какая-то не совсем продуманная до конца атака. Самураи всего лишь один конверсия, остальные разрывают тараны плюс монахи, но сливаются же тараны, и петарды прячутся. О, да... Как-то тут он отзонился, не смог. Умирает осадка, делается другая. Короче, для кого-то трейд был выгодный. Может быть, даже для Бладлесса. Да, конечно, слив монахов, но ягуары остались. Ну, самураи, на самом деле, тоже в целом спаслись, да, я так понимаю, было слито всего лишь примерно 2 самурая, но минус тараны. Приходится заново их сделать. И так, попытка номер 3. Ну, видим по мини-карте, что Бладлесс не пытается идти ничего наделать на форвард или пытается? Неужели он подумал, что можно тоже атаковать? Очень-очень интересно, что будет происходить дальше. Так. И так заделывает стенку Бладлесс. Бладлессу нужно не валять дурачка, нормально задефаться. Так, Хамут, ну посмотрите, там просто 15 гуаров, которые просто разорвут эти тараны. В таранах самураи. Они выходят, они вначале немножко тупят, это так работает механика. Замок еще стреляет, по-моему, это унижение самураев идет, ребята. Самураи просто бегут и ничего конверсию. Боже мой, Джан запипливает просто. Он отдал кучу самураев. Просто жесть, по-моему, он их удалил, чтобы даже не отдать. Какой-то замок идет на форвард, да? Ну да, это было бы отлично, но тут Манганель, он чуть ли не слил замок только что. Он понял, что там Манганель, начав его строить, он бы его сразу слил от Манганели. Или что? Замок идет сюда, стреляет в него замок, но он выживает. Манганель стреляет, но уже достаточно хп. В принципе, едут тараны. О май гад, боже мой. Да будет ресурсы, давайте смотреть, Бладлесса все-таки больше. Какая же напряженная борьба идет между равными игроками. Манганель может... Ой-ой-ой, Манганель же может отменить. Здесь только таран... По сути, армии толком нету. Здесь сидят самураи-пивушки. Пивушки не могут подойти. Отменяется замок, самураи здесь на месте. Кстати, вторая стрела есть у Джана, это хорошо. То есть его замок достаточно жесткий, не против таранов, но он далеко стреляет по ягуарам. И сильно. Всего лишь одна Манганель здесь. Бладлесс смог бы намного больше Манганелей, кстати, сделать. Отмена замка, ребята. Отменил Джан замок, ему нужно 3 камня, чтобы построить еще один. Смотрите, что происходит. Бладлесс как бы добывает золото, да, но он уже близко здесь, может быть, впереди. Смотрите, он пытается делать типа домики, но...
И он увидит здесь. Так, что мы тут что-то упускаем, пока нет. Видим, насколько сильно Бладос опережает соперника, потому что он больше убил юнитов, особенно этих дорогих таранов. Такой вот замок. Мне нравится, как Джан просто... Он понимает, что ничего не работает, но он не может изменить страту. Он боится пойти в импы, потому что он знает, что его фишбум все-таки всего лишь 5 рыбов. Но он просто пытается что-то сделать, но не получается. Бладос все-таки сильно дефается, да? Что-то какие-то попытки идут. У него все еще много петард, их 11. У него... Кстати, он может поставить, другой замок, да? Все-таки ему нужен. Он все еще работает в один замок, снова, походу, сливает юнита. Сбежал. Бежал. Делается вторая тачка у Бладоса, да, здесь первая всего лишь. Очень много золота у Бладоса, посмотрите, какая экономика. Он может в импы пойти, либо делать просто миллиарды ягуаров, да? Обратите внимание, обоих врагов, обоих игроков нету барака, поэтому нету скорости на пехоту. Интересный момент. Ну, кстати, да, апал своих самураев Джан. Итак, что-то он снова, смотрите, тараны. Так. Смотрите, что происходит. Смотрите, что происходит. Тараны идут отвлекать здесь, да, что-то батить. Кресты тоже. Идут петарды. То есть кресты делают замок. Что видит Бладос? Он видит, что куча петард. То есть тут отвлекаешь тараны, самурай будет что-то выходит, делается еще замок. Петарды что-то странно реагируют. Итак, здесь делаются наконец ворота Бладоса. Петард очень много. Замок не может их нормально пробить. Что происходит? Самое важное здесь происходит. Манганель катится, чтобы как-то это законтрить. Очень много петард идут сюда. Просто выстрел, но не туда. И Джан выигрывает это снова. Просто красавчик, просто легенда. Он смог выиграть это с четвертой попытки. С четвертой попытки. У него хуже экономика. Все раши не работали. Это был... Кстати, самураи разорвали. Это был идиотский кастлдроп, да? Но самое главное, что он использовал как бы тройной как бы удар. Потому что здесь просто зашли юниты. Бладос потерялся, честно. Бладос он уже в импах. В его мечтах он уже в импах с трибушетами, да. Но снова, ты здесь импишься, да, никаких импов нету. Петард очень много зашло. Джан сделал это, все-таки копил петарды, не сливал петарды, действительно. И буквально вот этот замок просто герой, да, он работал 3 минуты айдла всего лишь, 83. Это очень круто, как этот замок работал. Здесь раша не получилось. Самураи с апами таки разорвали ягуаров, насколько я понял. Давайте обязательно пересмотрим еще раз этот момент. Джан проходит дальше по турнирной сетке на ACCM, ребята. Ну, это окей. То есть идет выстрел. Вроде огромное количество ягуаров, но, возможно, по ним прилетела тычка. Так, выходит, самураи уже в этот раз не тупят. Возможно, когда разрушаются тараны, они нормально ведут себя. Здесь всего лишь одна петарда, еще одна, видимо, умирает замком, но мы понимаем, да, тут слабо. И они просто на пофиг подходят и нажимают на ратушу и сдаются. Самураи разорвали ягуаров. Какого лешего? Офигеть, просто я в шоке. Давайте посмотрим ПМ-33 на 57. У Джана все-таки больше. 40 самураев, 20 петард, 14 таранов. Да, вложился, таки вложился. Красавчиком вложился. Ну, это шоу-контент. Ладно, давайте посмотрим статистику. Просто неизвестный какой-то чел врывается и убивает жесткого аренщика. Да, релики принесли уже почти 1300. Конвертов чисто было 3 у Бладлесса. Немного. Как он смог так сконцентрироваться? Все-таки отметим, что у Джана была хорошая экономика, да, учитывая, что он играл на форварде, да, атаковал, но крестьяне, то есть, далеко шли на форвард. Но красавчик. Вот такой вот супер матч, мне очень он понравился. Кстати, на ютубе у Т-90 Джан написал, что в финальной игре он был супер на нервах, и он играл достаточно плохо. Мы видели, что он на нервах там принимал некоторые плохие решения, плохие раши были некоторые попытки, но когда он таки взорвал наконец ратушу, он просто заорал на всю хату, да, на всю маршрутку, и он как бы сказал, что это в первый раз, когда он почувствовал, насколько офигенно может быть, когда ты выигрываешь в турнире, когда ты просто выигрываешь в турнире, да, и как бы респект, уважуха ему, то есть эмоции могут быть офигенские, то есть на самом деле это того стоит, даже когда ты там условно 10 поражений каких-то жестких, да, это минус мораль, но когда ты все-таки выигрываешь через пот,
Это того стоит.